даже если ничего страшного, на это есть завтра. Мы не саперы, мы мужики, мы можем ошибиться. Да. На чем ты основном базируешься, да, понимаю. Меня не касается, просто так уже, да. Да. Ну, ладно, ну ты же добрый, тебе уже ничего не важно, да, не касается. Всего достиг уже, да, и тебе что-то вот это. Ладно, поехали. Вот так уж шучу. То есть я к тому, что, да нет, меня это не волнует, я просто объясняю, что это тоже, даже это как, то есть, ну да, то есть, ну, вот это он имел в виду. Да, это тоже будет иметь какой-то эффект, что ты не расходуешь свое времени, не только для тебя, возможно, что-то, ну то есть как бы не закрытый сам себе, да, типа, не то, что ты не пьешь, например, и не то, что там не кичишься, а просто, ну не просто для того, чтобы не пить, а просто, ну просто, да, типа того, да. Ну это уже смотрите сами. Можно про это молчать и просто не пить. Можно что-то говорить и не пить, но это уже как-то так, того. Ну, да. Ну, наверное, может так. Думай сам. Не касается. Ну, наоборот, да. Ну, вот это он. Да. То есть кофе, алкоголь, всех да, наоборот. Что за бред, просто кофе пьют, все. Да наоборот, ну это, да нет, не в этом дело. Ну, нет, я не про это говорю, я просто говорю вообще. Да. А вдруг тебе твое время понадобится, или деньги, или болеть начнешь, или еще что-нибудь. Вдруг тебе просто, может, надоест собачье говно нюхать, или не захочешь тысячную операцию делать собаке какой-нибудь, или детям объяснять, что, или не захочешь собачьим, или что-нибудь еще. Собаки это собаки, у них жизнь своя собачья, то есть и они не должны быть, ну как бы, меня это не касается, ну и что дальше? Что-то да. Нет, да, просто, он на себя так, да. Ну, наверное, служебная собака, типа, которая, что, вместо робота, что ли? Вместо забора, ничего, не понимаю, да, понимаю, вместо нюха, ну, типа того. Что я знаю, ну, какие-то подсчеты, ну, не знаю, что тут непонятного, понимаешь? Вот, да, то есть, это до поры до времени только, да. Ну, вот это он имел, да. Ну, вот это говорил на себе про тебя. Нет, нет, меня это не касается. Здесь я тебе еще раз объясняю, ты можешь что угодно говорить. Да, ну вот не породы, да, что типа вот он это имеет в виду, да. Ну вот типа, что ты злой просто. Ну да. Нет, я не злой, я адекватный как раз. Да, но он про себя говорит просто так, да. Вот это и есть, да. Ну да. Ну нет, это профессия. Ну это понятно, так это профессия твоя, потому что что тут непонятно. Я говорил так. Ну да. Нет, ну тебе думаю так, да. Что он делает? Ну он про себя думает просто, да. Что за херня? Я тебе про животных говорю. Про животных, про собак, да, то есть, если, да, понимаешь. Вот, ну, наверное, собаки тоже, у них эмпатия там и так далее, их тоже надо что-то похвалить. Тоже, ну, они тоже почти что люди по ней, да. Ну да. Ну и что? И твои выводы неадекватные, эти еще, да, понимаешь, сумасшедшие выводы. Я тебе еще раз объясняю, что, да, я тебе еще раз объясняю, что в твоей, да, он про себя так думает просто, да, наоборот, просто, да. Это еще раз тебе объяснить, да, понимаешь. Ну, займись благотворительностью, вот давай что-нибудь ловит. Займись благотворительностью. Что еще там, ну, куда еще можно время, деньги потратить? Нормально, чтобы было в человечность какую-то, что-нибудь человечное. Нет, не человечину есть,
Да, да, понимаю, да. Ну, курсы повышения квалификации. Ну, да, то есть, да, не делай собаке операцию, например, выкинь ее на помойку нахер, иди там, да, расти в своей специальности, там, да, ну, типа, ну, да, наоборот, да, понял. К примеру, ну, то есть, потому что если у тебя дома домашнее животное, это не обойдется просто, не только время будет, это будет как бы, и это неадекватно, понимаешь? Ты знаешь историю про то, как удав съел девушку, там, да, он шутил уже так, ну, да, это не важно, да. Ну, это понятно, все шутят уже, я просто имею в виду, что, да не важно даже, что животное это все равно животное, у них своя, они не должны быть в квартирах людей, в помещении, где живет человек, там не запланировано животное, там только твоя семья должна быть. А то, что ты берешь какое-то, то есть, если бы по закону джунглей, то как бы тогда ты дверь открываешь, если он, да, да, то есть, но он, ну, это уже называется попрошайка. По закону джунглей они сами должны себе мясо добывать. И ты что там, да, и ты будешь жертвой, и твои дети тогда. Вот как ягуар идет за маленьким ребенком, и сожрет его, и все, хоть бы хрен. И будет прав, понимаешь? И это нормально. Это и есть закон джунглей, понимаешь? Или за тобой, потому что ты слаб. Ну, просто потому что ему есть надо, и все. И это нормально. Если ты маленький, он бы тебя не уважал даже. Ну, это как вариант. Да, да. И долгий разговор. И это нормально, понимаешь? Да, то, что у них есть эмоции, но они как бы не то, что машины для убийства, у них другой организм, он не человеческий, он просто там, ну да, понимаю. И если они такими не будут, они просто не выживут. Ну, там, где их место нормальное. Не психиатрически неадекватное твое, а нормальное место. Понимаю, да. Ну, не касается, да. Просто я так думаю, это же, да. Да, понял он тебя, просто ты не уважаешь, видишь, ни природу, ни законы, вообще ничего не уважаешь, да. Не самого, можешь с себя начать тогда, да, понимаю. Да. Видишь, долгая тема просто, да. Вот он тебе говорил даже, да. Да, да, да. Ну, он тебя был, так я и говорил. Так это, ты бы видел, у меня что-то, да, ну ладно, поехали. То есть, ну, не надо. Да. Ой, гигиеничная, да, вообще. Да, так. Мне это не интересно, я просто так от балды говорю. Кто вот занимается? Не знаю. И что ты будешь? Тебе не нужно, ну, куда-нибудь, не знаю, в лес выкинул. Или отдал, в приют отдал, значит. Значит, ну не знаю, ну убил тогда, значит, усыпил. Раз так тоже делают. Ну, типа того. Ну, ты можешь принести, сказать, что у меня нету времени и желания как-то объяснить свою позицию. Вот именно. Я про животных тебе говорю. Я имею в виду ветеринарную клинику. Принес свою собаку или кошку или мопса. Собаку или кошку в ветеринарную клинику принес свое домашнее животное. Урод, сука. Еще раз я тебе говорю про животных, про зверей, понимаешь? Нормальный урод просто, да, понимаешь? Вот, да, как вариант я тебе просто объясняю. Я понял уже. Да, то есть, ну, наверное, ну он про себя так, ну это он имел в виду, ой, да как себе, да что вы говорите, да не на нас настраивать, да. Ну это он имел в виду о себе так. Наверное, да. Бесчеловечность. Ты очень, да, это просто бесчеловечность, то, что ты жил, да, типа того, это не доброта, это уродство. Это как бы худшее зло, наверное, которое звероподобие, если угодно. Можно что-нибудь уже там свое говорить, мне не касается, да. Это наоборот, это в обратную сторону. Ну, это имею в виду. Я про животных говорю. Про животных, которые... Я не про людей говорю, идиот, ненормальный, уродный, мразь. Да. Ну, вот это он имеет в виду, да. Ну, да. Ну, он понял о себе так. Я и говорю, они вообще просто...
зоопарк, вот вариант. Зоопарк, ну там кошек и собак не принимают, я насколько знаю. Ну, себе народу надо. Ну, не знаю, да. А что, у тебя нету профессии, что ли, или что? В чем проблема-то? Почему сейчас думаешь, как... Ну, про себя ты думал просто, да. And consuming the whole thing in one sitting, it's a lot of fat, and you might not be able to digest it. But one half of these would be great. So maybe once a week I'll do half of this my first meal, and then half in the second meal. Now, if you're on OMAD, just do half of this in one meal, and the other half the next day. And you can just keep it in the fridge. But like I said before, if you leave it in the fridge for too many days, it might taste a little fishy. Now, the unique thing about cod liver oil compared to fish oil in general is that cod liver and cod liver oil has omega-3 fatty acids. They have EPA and DHA, okay? But fish oil does not have the vitamin A and vitamin D that cod liver and cod liver oil has. So cod liver and cod liver oil have this additional extra benefit. And vitamin A, and I'm talking about the active form of vitamin A, retinol, is essential for your eye. It's essential for the immune system. It's essential for the inner lining of your skin. I'm talking about the sinuses, the esophagus, the trachea, your lungs, and it's really good for your kidney as well. And of course, vitamin D, as most people know, is awesome for blood pressure, pain, depression, your immune system. And there's not many foods that are high in vitamin D. Now, cod liver also has vitamin K2, it has iodine, and it's loaded with B vitamins. And the cool thing about cod liver is its fat to protein ratio. It's a 5-to-1 ratio. So it has 5 times as much fat to protein. So on the insulin index, it's extremely low. It will not trigger insulin. But the more fat to protein as far as a ratio, the more ketosis you're going to be in. And if you don't actually like the cod liver, at least do the cod liver oil. Cod liver oil is one of the best things that children should consume, as well as pregnant females, because of the huge benefits on the nutrients, as well as the essential fatty acids, omega-3. And one last thing, where are you going to find this? You're probably not going to find it in the grocery stores. Just do a search online, go to Amazon, do a search, and you'll find a lot of different companies. All right, the next one, and some people will disagree on this, hamburger, okay? Hamburger. Just hear me out. I'm not talking about hamburger with a bun. I'm not talking about conventional beef. I'm talking about grass-fed, organic hamburger, okay? Not lean hamburger with like 90%. That's too lean. I don't recommend that. But why would hamburger be on the list as a healthy food? I'm also looking at the practical aspects of food too. It's easy to get, it's easy to digest. You can put it in a lot of different foods, and it has some pretty good health benefits. Now, some people are going to say, well, red meat is unhealthy and blah, blah, blah. Well, that is completely false. I put a link down below if you haven't seen my video on red meat. Because if you're eating high quality red meat, it doesn't cause cancer. It's not going to cause a heart problem. Grass-fed organic red meat is not like the processed meat or like you would eat a hamburger at some fast food restaurant. It's completely different. And some people have a problem digesting red meat, but they usually don't have a problem digesting hamburger. And that is usually because if you compare most steak with hamburger, hamburger has more fat. In fact, hamburger compared to steak is a 2-to-1 ratio. It's twice as fatty as its protein. And that helps keep the protein in your small intestine so the digestive juices and bile can act on it and you'll get better digestion. If you're consuming leaner protein, it goes through the body faster and you don't have as much time to fully break it down. Not to mention, as we age, we lose our stomach acids. And so the older you are, the less stomach acid you have to digest red meat. So a simple solution is just to start taking betaine hydrochloride for your stomach so you can increase the acid and digest red meat. Because a lot of elderly people are low in iron, they're anemic. And that's also because they don't have enough acid in the stomach. You need an acidic stomach to absorb minerals, especially iron and calcium, and break down protein and kill
pathogens. So typically, hamburger is easy to digest. I consume a lot of hamburger on a regular basis on the ketogenic plan. Hamburger is a really good source of amino acids. It's a really good source of available iron compared to like the iron in spinach. The type of iron you would get in red meat as well as hamburger is so much higher. Also, hamburger is rich in B12, phosphorus, zinc. It's an excellent source of selenium, B6, B2, B3, and B5. It's also high in something called carnosine. In fact, beef is one of the highest sources of carnosine. And carnosine reduces something called glycation. Glycation occurs naturally on our bodies and promotes aging. Glycation is when you have a sugar that attaches to a protein or a sugar that attaches to a fat, and it binds it up and it makes it unavailable. So it kind of clogs up the body. And if you're consuming carbs with sugar or carbs with fat, you're going to have a lot of glycation. Смотри, у тебя, ну, например, там домашнее животное, и ты давно уже все нормально у тебя, как бы. Ты понимаешь. So carnosine inhibits glycation, decreases inflammation, and carnosine also helps your immune system. Now hamburger also has a lot of creatine, and creatine improves exercise performance, exercise endurance. Я тебе говорю, все окажется наоборот. То есть окажется, что вы жестокие просто вообще. Нет, ну эгоисты, можно же эгоистом быть. Если даже женщина. Ладно. Не влезает, короче. Note muscle growth and muscle mass. Now there are other meats that are higher in fat, like duck and lamb, but even pork. But I picked hamburger as something on the list that's very practical, easy to get, tastes good, and has a lot of health benefits. All right, the next one on the list is pecans. Now, I wanted to pick foods in different categories. Since a lot of people consume nuts, I wanted to talk about the healthiest nut of all the nuts and the reason why. Now, out of all the nuts, pecans have the lowest net carbs. And as you can see, from the pecans right here, and I love to just take like a handful of pecans right after a meal, and it gives me a good amount of fat, and it's very satisfying after a meal. Now the carbs in pecans per cup is 14 grams, and it has a good amount of fiber, like 10 grams, so that gives us a net carb of only 4 grams for an entire cup. Now remember, you're allowed up to 50 grams of carbs if you're on keto. So 4 grams are insignificant. And the fat content is pretty high. It's like 71 grams. Now, there are other nuts that have higher amounts of fat, like macadamia nuts and pistachios, but pecans have the lowest net carbs. And pecans have a very good ratio of fat to protein. It's like 7 fat to 1 protein. So that's going to be very low on the insulin index. Pecans are very rich in zinc and copper. Zinc and copper always balance each other out. So anytime you have a food that has both zinc and copper, that's a good thing. But pecans are also loaded in vitamin B1. So if you have stress, you want to definitely have pecans as part of your diet. Now, pecans, out of all the nuts, are very low in oxalates. Again, oxalates can bind with calcium to form kidney stones. And pecans are really good for the heart. They're good for your blood sugars. And out of all the nuts, pecans have the highest amounts of antioxidants, which can decrease the complications from chronic disease like diabetes, heart disease, and inflammatory conditions. And consuming pecans are very easy to digest. They're easier to digest than walnuts, peanuts, Brazil nuts, and even macadamia nuts. And I like pecans because of the taste as well, because you can add them in different recipes for keto desserts. And I put some down below if you want to check them out. All right, the last one on the list is extra virgin olive oil. You want to make sure you have the real stuff. As you can see, I use the real stuff right through here.
There's a lot of different types that you can use. I don't know if you can read that, but you can see I use this olive oil. I use a lot of it on a regular basis. Olive oil is interesting because if you buy the cheap stuff at different grocery stores, you'll be lucky if you get the real stuff because there's so many types of fake olive oil out there that they blend other oils and it's just not the same. The real stuff has a little bite to it. It has a great aroma like fresh cut grass. It's peppery and it gives you a little tiny irritation in the back part of your throat. That's one indication to know that it's the real stuff. But I put it on my salad on a daily basis. So what's so healthy about this extra virgin olive oil? Well, it does have vitamins. It has vitamin E, it has vitamin A, it has minerals like magnesium and potassium. Now, it is a fat, so it's going to have zero effect on your insulin, which is really good, but it has significant phytonutrients. It has phytonutrients that can extend your aging. You can live longer. It supports things like telomeres, which if you have shorter telomeres, you're not going to live as long. It supports and repairs mitochondria. And if you don't already know this, cancer is a disease of the mitochondria. And anything you can do to protect, support, and repair mitochondria will give you anti-cancer benefits. Now, olive oil, as far as an anti-inflammatory and something to help relieve pain, is equivalent, if not comparable, to the effects of ibuprofen. I'll put a study down below so you can check that out. And compounds in extra virgin olive oil can reduce beta amyloids. That's that stuff that develops as plaquing in your brain when you have Alzheimer's. So it's really good for the brain and good for memory and focus and concentration. It also has some really cool effects as an anti-clotting, antimicrobial, and retinal protective. So in other words, it supports the retina of the eye, especially if someone has diabetes or high sugars or high insulin. There are certain phytonutrients in extra virgin olive oil that are 20 times more powerful than green tea. So don't use it sparingly, dump it on your salad, and the fat in the olive oil will help you extract a lot of the phytonutrients in the salad. All right, there you have it, the 7 healthiest foods. Now that you know what to eat, let's talk about what to avoid with this video right here. Check it out. Пусть боятся за себя лошадей, то есть пусть боятся просто в целом, да. Даже надоело, ты было, что ли, да.
Сами по себе пусть растут, да, ну а как, что ты понимаешь, что ты, да, ну просто отмыто, да. Бояться не помогает, бояться это временно всего лишь. Быть понимать свою, начать понимать, что делать на самом деле взрослые люди, что такое взрослая жизнь, и как бы, как ее надо, что тебе ее надо будет жить, и что никто тебе не поможет, и как бы, ну, как она на самом деле, ну, то есть, все равно ты будешь ее жить, понимаешь? Даже, понимаешь, даже если у тебя папа с мамой там и все дела, они не то, что даже могут умереть, там не надо ничего угрожать, я тебе не про это говорю. Я говорю просто о том, что они все равно твою жизнь жить не будут. За тебя. Ну да. Ну и так далее, как-то я не знаю, короче, это не касается, да. Дети пусть социализации своей готовят себя к тому, что они вырастут. Да, то есть, да. Если нормально, то они действительно, они, может, даже доживут до взрослости, да. А нет, ну, значит, будут баловаться, отдыхать, траву курить, что-нибудь, бухать, жрать, срать. Ну, наверное, не касается. Дети это отдельные организмы, понимаешь? Они сами самостоятельны, у них даже голова есть, и они там что-то свое имеют, и даже свое эго есть. Маленькое, женское, не знаю я, короче, понимаешь? То есть это просто вот организм, да, идиот, да, ну, просто тебе говорю, ну, значит, да, это не имел в виду, да, это не касается, ну, вот это ладно, что ты меня спрашиваешь? Тебе твоя жизнь нужна, вот и все, блин, да, надо пытаться. Ну, например, ну и так далее. Да, это не касается. Что хочешь? Ну, да. Что-то все так грустно, да, ведь? Где радость-то? Что да, понимаю. Да. Жизнь полная счастья, наверное, любви, там, семьи, уюта какого-то. Не знаю я. Неожиданности. Это всего лишь мой вариант. Я тебе просто говорю. Я за это платить не буду. Например, я жадный еврей. Ну, я даже не за это цепляюсь, я просто... Ну, или просто по-тупому, вот, да. Времени, да,
времени нету, не буду я этим заниматься. И я считаю, что да, и тогда, ну, я тебе объясняю. Просто у меня места в моей жизни нет так или иначе, понимаешь, да, то есть это все вариативно. Невеста может быть, ты такой невеста, но невеста и ты. Это можешь другую выбрать, можешь ухаживать. Это тоже твои решения. Понимаешь? То есть, да, и, к сожалению, даже если у вас идиллия, там, любовь своего взгляда, там, бла-бла-бла, к сожалению, это тоже отдельный человек, организм, он может заболеть и умереть, или ты заболеешь и умрешь. Или просто такие, ой-ой-ой, и потом вообще, ну, как пример тебе объясняю, я ничего тебе не говорю. То есть люди не живут как бы так, что вот они срослись, и как-то, такого не бывает. То есть все люди, да, имеют, в смысле, отдельный организм, отдельное эго, отдельно, то есть все отдельно полностью, понимаешь? Да. Иначе бы никто никогда не разлюбился. Вот ты влюбился с первого раза, все, привел секс, и все, будешь жить, все, счастье. Все, точка. Больше делать ничего не надо. Всю жизнь, да. Как поступать, это точно правильный вариант. Остальное все может, да, остальное все на свои места встанет постепенно. Если женщина осознает, что у нее организм женский, и что она понимает, чувствует себя, понимает. Да, так это же хорошо. У нее, да, вот то, что, видишь, ее судьба наградила ее какой-нибудь инфекцией или еще чем-то, понимаешь, типа того, и она все это переживет, и за все роды свои предыдущие уродства, бабок про бабок и всех этих ненормальных уродов, которые почти что выродились, она все понимает. Она поняла, наоборот, только, да. Ну, я, к примеру, да мне от балды уже просто, да. Ну, понимаешь, да. Просто, что бы ты ни придумал, любая хинея все равно будет, да, все равно. Просто факт очень простой, что женщина, ее любит, она рожает, и это хорошо. И в нормальном виде она не активна, ну то есть и она как бы кормит грудью, это хорошо и правильно. И она ничего не понимает, не умеет, у нее не хватает силы, не хватает интеллекта. Это нормально, это природно, это здоровье. Понимаешь? Да. Уж простите за выражение, конечно. Да, уж простите, да, я да. Боязливые чуть-чуть, да, и это тоже нормально. Не которые я такой, там все дела. А так это, ну, скромно, да, понимаешь. Тихонечко, да, понимаешь. Я говорю тебе, все хорошо. Так есть, так будет, да. Ничего, отработаешь как бы. С тобой старый стал уже, да, наоборот. Мешает, что застрял просто.
счастья. Я полна счастья просто.